Размножение лимона воздушным отводком. Это когда на самом лимоне в воздухе укореняется какая-то ветка, и потом после укоренения она отрезается. И получается уже самостоятельное растение с корнями. Чем хороша воздушная отводка? Это тем, что можно укоренить сразу большую ветку. И получится после того, как отрежется, уже самостоятельное растение. Не маленькое, а подросшее. Например, если вот эту ветку укоренить в воздухе, ее потом можно будет срезать, и уже будет вот такой саженец. Вот такой. Если с черенка укоренять, то вот такой, например, черенок укоренится. Ему еще надо расти и расти, чтобы до вот такого вот дорасти. Если взять в воздухе и укоренить, то укоренится и сразу вот такое уже растение будет. Сам я пробую этот метод второй раз. Может, что и не так, как надо, что и неправильно, может. Примерно представляю, как это делается. Читал в интернете. Кору на кольцо можно снять, например, вот здесь. И тогда тут начнутся наплывы ткани сначала, где кора снимется, а потом и корни начнут расти. Ну и тут надо кругом его грунтом обложить, это место, чтобы была влага здесь и корни в грунт прорастали. Колючки, которые мешают, можно срезать. И кору подрезать по кругу и снять. Да, что-то она снимается не очень. Может, что уже осень и сокодвижение плохое. И кора снимается не очень хорошо. Это делать, наверное, лучше весной или летом. Тогда кора снимется хорошо и условия будут хорошие для образования корней. А это так просто, чтобы показать, как это делается. Вроде бы так. Вот. Кора снята. Вот здесь начнутся наплывы ткани. Каллюс называется. И с этих наплывов корни начнут расти. Тут надо какой-то стаканчик приделать, чтобы это место было в грунте влажном.
такой вот под пол-литровый стаканчик. Вот так разрезанный. Я скотчем его залеплю. Вот этот разрез. И сам стакан до ветки немного, чтобы держался вот в таком положении. Примерно так получается. Туда надо земли насыпать. Это как-то лучше примотать. И полить. Грунт здесь сухой, вода будет впитываться плохо, так что за несколько раз может пропитается. Так по чуть-чуть буду подливать, чтобы не вытекало. Та, что есть, питается, потом еще налью, пока грунт не станет влажным. Ну и потом, по мере подсыхания, поливать его. И через несколько месяцев здесь должны корни появиться. В этом может и не появится, бо уже осень, на зиму особо корни расти не будут. Есть та ветка, что я пробовал, самую первую, больше 2 месяцев назад. Она уже вроде немного корни пустила. Буду ее срезать. Вот лимон, на котором я попробовал самую первую воздушную отводку. Вот одна ветка пошла, вот другая. Я захотел вот эту убрать и сделал здесь так само, как показано в начале. Просто стаканчик немного больше. Здесь грунт закрыл кульком, чтобы не так быстро просыхал и реже поливать. Ну и корни, вот я думаю, уже появились. Вот корень. Вот, наверное, тоже корень. Сначала вот так зараз срежу. Потом уже это сниму, посмотрю, что там. Срезал. И с другой стороны
Вот сколько корней было. Вот так было с этой стороны. Там немного виднелось. Оттуда оказалось корни есть. Тоже на скотч было примотано. Теперь все это надо как-то снять. Вот что в итоге получилось. Хорошие такие корни отросли. Ну, вот с этим я не знаю, что делать. Или его надо подрезать выше, там, где корни начинают расти. Или может так оставить. Но если так оставить, может начать здесь гнить. Если там подрезать, то это все надо землю убирать, беспокоить его. Оставлю так. Может, эта часть отгниет, до начала роста корней перестанет. Будет видно. Ну, трогать лучше не буду. Да, интересно получилось. На кольцо здесь снял. Из верхнего среза. Нет. С верхнего тоже корни растут. Вот. Из верхнего среза вот наплывет ткани, каллюс. И корень пошел расти. С верхнего среза. И с нижнего тоже корни поросли. Вот они. Те, что с нижнего. И с этого немного, с верхнего и с нижнего тоже выросли. Так посажу, что будет, то будет.
корни есть, но их, наверное, недостаточно, чтобы питать такую большую крону, как у него. Вот такую. Так что я его, наверное, еще уменьшу крону. Вот так вот. Верхушку вот эту срежу. Крону уменьшу и пакетом накрою, чтобы корням было легче. Тут влажность будет больше, листья меньше будут влаги испарять. И корням меньше работы по доставлению влаги в листья. Вот, что я срезал, уменьшив крону, чтобы немного уравновесить корни с кроной. И такой вот саженец получился. Подержу крону немного под пакетом, потом сниму, как корни подрастут, немного укорнятся, и такой уже готовый лимон. А что без черенка такой лимон вырос, это не меньше года надо при идеальных условиях там. Если условия не очень такие, дольше, может и до 2 год. У меня с черенка такой бы вырос минимум за 2 года. А так укоренился чуть больше, может, чем за 2 месяца. С большого и сразу такой лимон.